Друзья, замечали ли вы, что когда только начинаешь встречаться с девушкой, все настолько идеально, что кажется, это будет длиться вечно? А если происходит недопонимание, то девушка это быстро сглаживает. Но потом происходит момент, когда она не торопится это делать. И ты совершаешь этот шаг навстречу. Чтобы вот быстро ликвидировать этот негатив и чтобы было все хорошо. Как раньше. Казалось бы, девушка оценит твой благородный поступок, и ее любовь к тебе станет только сильнее и крепче. Но со временем ты замечаешь, что эти мелкие ссоры перерастают уже в серьезные конфликты. Их количество только растет, а неадекватные претензии девушки к тебе доходят уже до абсурда. То не так дыхнул, то не так пукнул, то не то кофе купил. Да и вообще ты не развиваешься. И по итогу доходит уже до того, что после очередного твоего сближения женщина просто игнорирует это и продолжает дуться. Почему так? Причина на самом деле не очевидна на первый взгляд. Но абсолютно логично, если нам с тобой включить критическое мышление и осознать ее. Женщина перестала видеть в тебе сильного мужчину. Почему? Конечно же, не из-за самих ссор, как таковых, как может показаться на первый взгляд, а из-за твоих реакций в ходе этих недопониманий. И как следствие дисбаланса значимости в отношениях. Конфликт с женщиной нельзя недооценивать. Это серьезный инструмент, который может как безумно влюбить и привязать ее к тебе, так и убить все чувства навсегда. Я не шучу. Это как ходьба по канату без страховки. Одно неверное движение, и канат начнет раскачиваться все сильнее и сильнее. Без должной сноровки, опыта и этого тонкого чувства контроля собственного тела ты сорвешься вниз без какого-либо шанса на вторую попытку. Поэтому, если ты хочешь влюбить женщину, добиться ее уважения, нужно создать себе эту страховку. Когда канат начинает раскачиваться, мужчина совершает свою первую ошибку. Все начинается с невинного момента, когда он сам накосячил, а потом идет извиняться. То есть он на пустом месте сам сорвался, накричал, нагрубил, не сдержался, дал женщине пощечину. Кстати, особенно часто это чувство вины мужчина испытывает, когда совершает серьезный проступок. Например, когда обманул или изменил с другой. И тут начинает мучить совесть. Вкупе с низкой самооценкой это все изматывает тебя каждый день. А потом подталкивает к опасной иллюзии, что расскажу. Это ведь моя роднулька. Мы столько с ней пережили, столько лет вместе. А она меня поймет. Когда я открыто сам признаю свою ошибку, она простит меня. Она оценит этот поступок. Ведь это достойно уважения. Да, я, возможно, получу какую-то дозу негатива. Возможно, она обидится даже. Но я готов принять это наказание. Ведь по итогу-то будет все хорошо. То есть мужчина здесь пытается сам своими руками это самое наказание, смягчить, смухлевать. Но в чем здесь парадокс? Что мужчина не учитывает здесь? А парадокс в том, что ты сам добровольно встаешь в позицию человека, которого женщине позволительно наказывать в принципе. Ведь это противоестественно, это слабая позиция. Мы не рассматриваем здесь какую-то морально-нравственную сторону. Что ты на самом-то деле правильно поступил, что ты молодец. Мы идем дальше, мы заглядываем вглубь. А именно с точки зрения женских инстинктов. А там совсем другая картина вырисовывается. Для женских инстинктов не важно, что произошло. Не важно даже, почему это произошло. Более того, не важно даже, кто прав, кто виноват. Девушка видит лишь здесь только то, что ты прогнулся. Что ты испытываешь чувство вины. Это рычаг для управления тобой, который ты сам ей вручаешь. Женщине не нужен сопляжуй. Это убивает все ее чувства. Да, возможно, в каких-то случаях не сразу. Но на длинной дистанции. Она даже сама этого не поймет. Просто однажды посмотрит на тебя этим пустым взглядом и скажет: слушай, я ничего не чувствую, мне надо подумать. Извинение – это поступок нашкодившего на перемене второклассника, а женщина в роли учительницы, которая вот-вот поставит двойку и вызовет родителей. Это не тот образ твердого, уверенного в себе мужчины, которого она хочет видеть рядом с собой. Интересное наблюдение. На консультациях у меня полно случаев, когда мужчина изменил своей девушке, жене, но при этом не мучился особо чувством вины. Он был уверен, что жена сама способствовала этому событию своим отношениям. И что происходит? Когда она узнает, разумеется, мужчина не извиняется.
Ну да, так вышло, так получилось. Хочешь расстаться? Ну, расстаемся. Если нет, так нет. Но этот случай не припоминай мне. Более того, он даже наоборот дистанцировался после этого. И что вы думаете? Девушка потом его еще и возвращала сама, оправдывая для себя это тем, что да, я не додала, я не была достаточно хорошей женой, девушкой, я виновата. И наоборот, полно случаев, когда мужчина приползал на коленях вымаливать прощение, не то что даже за измену, а за какой-то менее серьезный проступок. И был послан. Был послан. Я не говорю, что измена это хорошо, я лишь рассказываю механизм, как это работает. То есть, что мы наблюдаем здесь. Важен не сам факт твоего косяка, а то чувство вины, которое побуждает тебя действовать неправильно и извиняться. Что по итогу в 99% случаев приводит к инверсии доминирования и потере эмоций девушки к тебе. Это неизбежный финал. Дальше больше. Вторая ошибка. Мужчина здесь уже извиняется перед женщиной тогда, когда она сама виновата. В тех моментах, когда она сама спровоцировала эту ссору. Но самое страшное даже не это. Самое страшное это то, что мужчина даже не пытается разобраться в проблеме здесь. То есть какой сценарий? Конечно, у тебя здесь может присутствовать вот это чувство несправедливости, когда ты подсознательно понимаешь, что эта девушка не права. И что ты делаешь? Ты вступаешь вот в эту полемику, выяснение отношений. То есть ты не сразу извиняешься, а где-то в ближайшие 2 часа бурно и самоотверженно сражаетесь за правоту. Но что происходит дальше? Ты устаешь. Ты устаешь. Ты затрачиваешь кучу вот этой эмоциональной энергии на выяснение отношений. Тут мужчина сдается. Как он рассуждает? Ну ладно. В конце концов мы оба виноваты. Хотя по факту женщина уже навесила на него чувство вины. Но я настоящий мужчина. Я положу этому конец. Чего самоутверждаться за счет слабой, неосознанной женщины? Я поступлю благородно и мужественно приму поражение. Хотя по факту просто обманывает себя, потому что сил спорить-то уже нет. И хочется, чтобы поскорее уже было все хорошо. И роднулька наконец-то улыбнулась. Да, я приму поражение. И женщина это обязательно оценит. И как в том романтическом фильме или книге, когда мужчина в финале говорит: да, я был неправ. Девушка растворяется в улыбке и бросается в объятия со словами: ты мой герой. Красиво звучит. Но как оно в реальности? В чем опасность игнорирования подобных моментов? Мужчина здесь безответственно относится к ситуации на самом-то деле. Он недооценивает всю ее серьезность, недооценивает то, как она может влиять на дальнейшее течение отношений. Что по факту ты делаешь? Ты также не разбираешься в проблеме, а просто сначала устраиваешь доминантные истерики, а потом гордо пытаешься присмыкаться. Но это же так выглядит. Действительно, а зачем разбираться в проблеме, если можно быстренько проглотить этот кусочек унижения и все типа наладится? Но никто же не заметит. Да, это сложно. Ведь нужно напрягаться, выявлять какие-то там причины. А вдруг я узнаю неудобную правду о том, что женщина, например, не держится за отношения, и что создавала этот конфликт намеренно. То-то и оно. А ведь страх превращает тебя из человека разумного, обладающего критическим мышлением, способного прогнозировать, в инфантила, который только и способен вначале бить себя кулаком в грудь, доказывая свою типа правоту, хотя по факту не веря в нее, а потом быстренько сдуваться. Для женщины это мыльный пузырь, это пшик. И как следствие, что происходит? Она понимает, что ты готов с удовольствием хавать ее непозволительное поведение. Она богиня, а ты зависимый от нее прислужник. Это тест, который подтвердит ей вот эту взаимосвязь событий, ее деструктивных действий и твоих, того, что ты это все проглатываешь. Следующим этапом идет третья ошибка, тоже распространенная. Это когда мужчина понимает, что простого извинения, слова «прости» уже недостаточно. Роднулька все еще демонстративно надувает щечки, обижается, злится. Это слишком малая жертва для тебя, холоп. Именно это состояние считывается тобой, когда ты подходишь к ней. Ты искренне хочешь все исправить, ты надеешься, что все будет хорошо. Но женщина непреклонна. И что часто здесь мужчина делает? Он лезет в интернет. Почитать советы. Что же делать? А там написано: ты недостаточно стараешься.
Нужно преподнести дары госпоже. Своди в ресторан, устрой романтик, подари подарок. Ну что ты как в самом деле? Ты что, не настоящий мужчина? И вот, начитавшись этих советов, мужчина бежит в магазин за огромным плюшевым мишкой или последним айфоном. И перед тем, как войти в палаты царицы, производит ритуал по обрезанию своих яичек. Все это раскладывает на позолоченный поднос и с повинной головой преподносит госпоже. Да, девушке в моменте может быть приятно. Ну что скрывать. Первые разы как будто бы это работает. Мужчина здесь, да, говорит, да, действительно, у меня получилось, девчуля улыбается. Мне удалось умерить ее непростой нрав. Она же у меня особенная, неповторимая. Такой больше нет. Мужчина здесь уже сам не осознает, где он очутился, что происходит. Трезво оценивать реальность, объективно и критически мыслить он уже не способен. Он все поставил на эту женщину. Он слишком вложился. Значимость слишком высока. Если ты думаешь, что женщина этого не чувствует, то ты ошибаешься. По факту, вот это твое поведение в ее глазах никак не коррелируется с образом сильного мужчины, автономного, самодостаточного, который знает себе цену, который уважает себя. Это действие безвольного, нуждающегося раба. Будет ли женщина уважать такого мужчину, который сам себя не уважает? Нет. Для нее уважение равно любовь. Одно без другого не существует. Порядочная, умеренная женщина, конечно же, не допустит вот этого этапа. Она уйдет гораздо раньше, не позволив тебе так унижаться. Но проблемной барышне вполне классно, а вполне кайф, а вполне она попользуется этим какое-то время. Ну классно же насыщать себя этим чувством собственной важности. Никогда лишним не будет. А будет она это делать до тех пор, пока на горизонте не появится такой весь недоступный и харизматичный Петя, который более перспективный, уверенный в себе, а главное, плевать на нее хотел. Но не мужчина, а мечта. К нему она и уйдет. То есть, чувствуете, да, контраст. А ты останешься один, опустошенный, с долгами и кредитами, которые потратил на подарки. И, как следствие, злостью на весь мир, на женщин. Друзья, ну, это же неэффективно. Это не наш путь. Итак, друзья, решение. Как влюблять женщину каждый день. Как поддерживать сильную позицию. И даже если есть недопонимание, как нам вовремя реагировать, как нам правильно реагировать. Главное это быть честным с собой, трезво смотреть на события. Ведь что такое конфликт или ссора? Это столкновение интересов. И есть только два варианта. Либо ты виноват, либо она виновата. Вариант «виноваты оба» его не существует. Это иллюзия, которую тебе навязали, чтобы через вот это ложное ощущение, что я же мужик, да, я сделаю первый шаг, ты принимал вину на себя. Для этого тебя еще подкармливают всякими романтическими фильмами или книжками о том, как благородно это все выглядит. И как после этого они жили долго и счастливо. И титры пошли. Нам же не показывают, что было дальше. А потому что это невыгодно. Поэтому что нам важно здесь понимать? Первое. Если ты сам косячнул на пустом месте, накричал, наорал, изменил, при том, что женщина вела себя последовательно, созидательно, то виноват ты. И второе. Если ты вышел на эмоции, сорвался, если женщина тебя на это вывела, да, способствовала этому своими действиями, то виновата она. Не разобрался в этом моменте и бросился кабанчиком извиняться, проиграл, провалил баланс значимости и уничтожил всю любовь женщины своими руками. Поэтому очень важно анализировать и смотреть трезво, кто виноват, откуда ноги растут, и уже действовать соразмерно. Каковы фундаментальные правила? Хочешь, чтобы девушка уважала и любила тебя? Первое. Не вступай никогда с ней в ссору. Не вступай в спор. Это билет в один конец. Ты опускаешься до уровня женщины. Ведь ты в любом случае проиграешь. Женщина более эмоционально гибкая. Это ее поле боя. Нам не нужно заходить на него. Что ты должен сделать? Ты должен спокойно, хладнокровно дать ей понять, что для тебя важнее, дорогая. Наши отношения, наше стабильное, понятное будущее? Или кто здесь виноват и кто должен извиняться? Умеренная девушка, для которой важны отношения, она подойдет извиниться. Ничего страшного в этом нет. Это ее природа, это ее назначение.
да, сглаживать. На балансе значимости это отразится только в положительную сторону. И ты будешь счастлив, и она будет счастлива. Вторая рекомендация. Не бойся анализировать конфликт. Да, не в моменте. Здесь сложно сориентироваться. Возможно, позже. Но делай это. Включай свое критическое мышление. Именно так ты сможешь узнать правду. Не игнорируй ее, не бойся ее. Во многих ситуациях может всплыть неприятная истина, которая отразится в будущем обязательно. О том, что женщина, например, использует ссору как предлог, провокацию для того, чтобы навязать тебе чувство вины, оправдать свои какие-то грешки или в скором времени уйти. Ты хочешь жить в этом сладком неведении? Если да, то будь готов к порции огромной боли, которую ты испытаешь. Не готов? Ну, я так и думал. Не нужно бояться этой правды. Она спасет тебе жизнь. Если будешь игнорировать ее, события начнут развиваться стремительно. Женщина будет уже высасывать претензии из пальца. А когда царице наскучат эти развлечения, она уйдет, оставив тебя наедине с чувством вины и убитой самооценкой. Поэтому здесь о примирении не может быть и речи. И единственное решение здесь – это дистанцирование или игнор. Почему? Потому что ситуация уже запущена. То есть мы действуем, а не просто сотрясаем воздух. Здесь, конечно же, необходима полная реанимация отношений. Это уже на консультацию. Третий совет. Избегай ситуации, где ты будешь ощущать вот это чувство вины. Любые ситуации. Не создавай эти моменты, где тебя будет терзать совесть. Ну, проще говоря, не косячь сам на пустом месте. Почему? Потому что вот это чувство вины для мужской психики, оно очень губительно, я бы даже сказал, фатально. Не спеши с действиями. Держи свои эмоции под контролем. Ведь эмоции – это такой, как спусковой крючок, который может как попасть в цель, но, как показывает практика в большинстве случаев, ведет не туда. Накосячил? Что ж, прими это ощущение. Осознай его. Не хочется? Неприятно. Сложно в себе это держать. Да? Хочется поделиться. Да? Сбросить с себя этот груз ответственности. И станет легче. Правда? Нет? Это иллюзия. Что такое быть ответственным человеком? Это умение признавать свои ошибки. И умение пережить это. Тот поступок, который ты совершил, зафиксируй его. Поработай с ним. Тяжело? Но ничего. В следующий раз умнее будешь. Извиниться перед женщиной большого ума не надо. Надо понимать, что это поведение ведомого и слабого мужчинки. Женщина таких просто тошнит. Это правда. Четвертая или пятая рекомендация. Выбирай подходящую женщину. Порядочную, спокойную, прозрачную. Действия и мотивы которой для тебя понятны, прогнозируемы. Да, такие есть. Да, такие остались. Но этого мало. Ты должен обрести способность ценить эти качества. Потому что если тебе скучно в отношениях с такой девушкой, рано или поздно ты просто тупо будешь ее гнобить, плохо к ней относиться, неуважительно или изменять. И по итогу просто испортишь хорошую женщину. Но это не экологично. Друзья, напоминаю, что доступен курс «Как не думать о бывшей и начать жить». За приобретением обращаемся в личные сообщения. Все ссылки доступны в комментариях и описании. Жду ваших историй также в комментариях. И скоро увидимся.